Президент Сербии Вучич недавно обнародовал план, точнее комплекс мер по защите косовских сербов. И там, среди прочего, были намечены направления работы с целью предотвратить противодействие дискриминационным намерениям Приштины в отношении косовских сербов. Как бы вы могли прокомментировать этот план? Спасибо. Давайте еще раз вспомним, что так называемое Косово, как его там называют, Республика Косово, как угодно называют, и вся эта псевдо-квази-независимость – это детище Запада и результат варварского расчленения Сербии по итогам не менее варварской агрессии НАТО 1999 года. Все последующие 25 лет спонсоры так называемого косовского проекта добивались легализации отрыва этой исконно сербской земли от сербского государства. Какой же сейчас этап? Нынешний этап после прихода к власти в Приштине Курти – кульминация этого процесса. Албанизация приобрела угрожающие масштабы. Сербов выдавливают с территории края в стремлении стереть следы их векового исторического наследия. Ну, про там коррупцию, преступность я говорить даже не буду на территории Косово, потому что а с чего бы ей там не быть? Это же государство, с государственными институтами может управлять, наводить законность, порядок. Это же квазигосударство. Его по-бандитски объявили, оно по-бандитски и живет. Надежды в свое время возлагались на Европейский Союз. Сколько он всего обещал сербам. Однако созданная им переговорная площадка абсолютно дискредитирована. Она превращена в трибуну для хамских выходок косоваров и для бесконечного унижения сербов со стороны Европейского Союза и западников. То, что изначально подавалось как создание условий для конструктивного диалога, стало циничным издевательством над сербами. Брюссельские функционеры, стоящие за ними, естественно, как всегда, американцы, собственными руками завели урегулирование в тупик. Они годами выгораживали своих вот этих вот бандюганов в Приштине, они придумывали альтернативы международному праву, они придумали, как обойти резолюцию Совбеза 1244, они пытались решить косовскую проблему исключительно за счет сербов, которые и так от них настрадались, я имею в виду от западников, да и от всей ситуации в целом. И, собственно говоря, таким образом Курти был выдан абсолютный карт-бланш на зачистку неалбанского севера края, ликвидацию там неподконтрольных косово-албанцам, административных, коммунальных, коммерческих структур. Руководство Сербии, естественно, не могло и не должно было оставаться безучастным. И стало очевидно, что западные гарантии не работают, и что это все эти обещания, всего этого благоденствия, вступления в ЕС, это все пустые слова, лишь бы только Белград дрогнул и пошел на западные условия, в том числе и в отношении Косово, ну и другие условия тоже. ЕС и США не способны выступить в роли честных брокеров, обеспечивать исполнение базовых брюссельских соглашений периода 13-15 годов. Они как создавали, так сказать, вот это квази-объединение, так они и потакают ему, не оставляя шанса на справедливый какой-то исход дела. И все это в ущерб и миру, и стабильности. И в этих условиях упомянутая вами инициатива президента Вучича говорит, наверное, о том, что это единственный возможный шаг, который видят сейчас в Белграде. Всецело поддерживаем выдвинутые требования, приветствуем намерение повторно направить запрос на возвращение в Косово сербских силовиков в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 1244. Напомню, в январе 2023 года натовцы уже отказывали Белграду в этом абсолютно законном праве и требовании. И тогда натовцы ссылались на отсутствие такой необходимости. Причем здесь НАТО непонятно. Если необходимость есть, так она есть у Белграда. Дальнейшие события показали, что необходимость налицо, и причем острая. Персонал
ведомых НАТО сил для Косово продемонстрировал непрофессионализм в кризисной ситуации и, вопреки мандату, не смог и не захотел обеспечить безопасность и равноправие граждан. Только восстановление статус-кво с возвращением к сути брюссельских договоренностей может дать основания для дальнейшего плодотворного диалога. Должны быть отменены противозаконные односторонние решения Курти, в том числе об упразднении сербских администраций, о закрытии банков, почтовых отделений, отчуждении бизнес-структур, замещении сербов албанцами в органах местного самоуправления, юстиции и правопорядка, приведении к власти в северных муниципалитетах нелегитимных мэров, запрете нахождения Динары и многих других, о которых упоминал президент Сербии. Ключевой предпосылкой нормализации остается выполнение косоварами обязательств в соответствии с ими же подписанными документами. Прежде всего, учреждение сообщества сербских муниципалитетов Косово, которое должно обладать широкими исполнительными полномочиями, иметь прямые каналы взаимодействия с Белградом и эффективные инструменты защиты прав и интересов сербского населения автономного края Косово.